Вот с Дашей мы вместе учим уроки. Если я ничего не понимаю, мне бабушка все рассказывала. Бабушка, мама покойной вашей бывшей супруги, не захотела отдавать вам свою внучку. Да. Население деревни было против меня. Просто бабушка использует внучку. Какой долг у вашего сожителя перед ребенком? Точные цифры назвать не могу. А я могу. Он приходил в класс, он там что-то такое приносил. Ты приезжал от силы 2 раза в год. Деньги хотя бы Да привозил какие какие-то? деньги? Он, наоборот, выгребет все у нее из холодильника и уезжает. Приезжал по месту Неправда, жительства вас там не ребенка, было, и не врите тоже ежемесячно здесь. перечислял элементы. Не врите. Только можно вот не будет комментировать Галина Геннадьевна. Почему тебя на похоронах не было? Вы видели? Я видела. Я заберу Дашу. Про щедрость Александра нам может рассказать старшая дочь умершей Светланы, для которой он был отчимом какое-то время. Недолго. Анастасия, идите к нам, Полгода пожалуйста. всего. Добрый день! Эта программа собиралась целых 2 года. То у нашего героя суд, то его адвокат отговорил ехать, то он этот суд проиграл, то еще что-то. В итоге за 2 года, по его мнению, нигде не нашел справедливости. И таки пришел к нам в студию за той самой справедливостью. Сейчас поищем. Сегодня в нашей студии Александр Прохнау из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что вас привело к нам на программу? У меня в 2023 году умерла супруга от онкологии. И дочь, маленькая, законная, все, осталась, ну, как бы без мамы. Я, как узнал эту горе, и приехал, решил... Ну, А вы не жили с супругой? Я в разводе, да, был. Я в Москве, а она в Ивановской области. Мгм. Я приезжал, встречался, праздники. И, ну, два раза в месяц старался. Алименты платили? Да, Мгм. все по этим. Так, и вот умирает ваша супруга, бывшая уже на тот момент, правильно? Вы же развелись? Да. И вы Ну, что под- решаете? Я сразу решил, что нужно что-то делать с моей дочкой. Ну, Что как-то забирать и вот. А Приехал. сколько ребенку было на тот момент? 6 лет, она 17-го года. Вот вы приехали и говорите, я забираю. И забрали? Нет, там сразу скандал получился, и я уехал. То есть бабушка, мама покойной вашей бывшей супруги не захотела отдавать вам свою внучку? Да. Мгм. Ну, как бы все население деревни было против меня, ну, как бы того, чтобы я... Слушайте, население деревни решений не принимает. Когда состоялся суд, который почему-то ограничил вас в родительских правах? Бабушка подала на ограничение. Сразу после Да, смерти да, своей да. дочки Да, она подала да. в суд на ограничение вас в родительских правах? Да. Вы на суде, который вас ограничил в родительских правах, были? Да, как же, был. Вместе со своим юристом. Мгм. Вот чем суд аргументировал такое решение? Что я могу увезти ее, и нашли, как типа болеет ребенок, У вашей Хотя- дочки есть болезнь хотя какая-то? этого нет. А вы откуда это знаете, что нет? Ну, там фельдшер какой-то, типа, вынес Какой диагноз-то? гликемия. Что-то вот с этим. Ну, и ей что, нужно из-за этого жить там именно или что? Я вот уверен, что там нет такой болезни вообще. Все, у меня здоровый ребенок. Просто это надо было как бы на суде, что ли, предоставить, чтобы суд... Давайте так. Вы трудоустроены официально? Да. Вы зарабатываете деньги официально? Да. То есть платите налоги, у вас трудовая книжка, да, все. У вас есть жилье собственное? Собственности нет, но я снимаю постоянно. Арендуете жилье Да, и да. можете его показать, если что. Да. Вы сказали, что вам при разводе были назначены алименты. Есть ли у вас долги по алиментам? По элементам нет, там есть задолженность на содержание вот, жены. У вас 309 тысяч задолженности. После того, как вы развелись с вашей женой, вам что, были на нее назначены алименты? Там и на ребенка, и на
Какую сумму вы ежемесячно выплачивали своему ребенку с момента развода? Ну, у меня в то время было очень трудно с работой. Я старался... Вы вот сейчас понимаете, что это детский лепет? Да. Я вам задаю вопрос как судья. Какую сумму вы документально можете подтвердить, что вы ребенку выплачивали? Откуда этот долг-то набежал? 309 тысяч. Это тюрьма, вы знаете это? По 1000, по 3000 вот у меня выходило в то время. После смерти жены сколько прошло? 2 года. 2 года. То есть она 2 года живет с бабушкой. Да. То есть вы хотите отменить вот это решение суда, восстановиться в родительских правах, забрать ее из той школы, где она учится, от тех друзей, с которыми она там, да, проводит время, от бабушки, к которой она привыкла. Чтобы что? С какой целью? Можете рассказать? Ну, я хочу в Москве, чтобы она училась, но она, чтобы поддерживала связь с бабушкой. А девочка этого хочет? Я думаю, что хочет. Нет, вы у нее спрашивали или вы думаете? Ну, она боится сказать это. Я задаю простейший вопрос. Вы с ребенком обсуждали это? Она хочет с вами жить или нет? У меня, Александр, нет возможности пообщаться насчет... То есть бабушка не дает вам общаться с девочкой. Как давно она не дает вам общаться с девочкой? Наверное, с этого же всего вот 23-го года. Кто назначен опекуном ребенку? Она сейчас, бабушка. Бабушка. Да. Ладно, с девочкой у вас не было возможности поговорить. Но раз вы сюда пришли, значит, какие-то разговоры с бабушкой у вас уже были? Ну, с бабушкой насчет этого невозможно разговаривать. Насчет чего? Насчет вот переезда. Я честно говорю, вот я даже тоже сейчас не понимаю, о чем с вами сейчас общаться. Есть решение суда, есть долг по алиментам у вас, есть ребенок, который 2 года живет с бабушкой в Ивановской области. О чем мы сейчас вообще разговариваем? Давайте вы подумайте пока. Мы посмотрим, как вы сейчас живете и куда собираетесь забирать ребенка 8-летнего. Эту квартиру мы снимаем с Оксаной Викторовной и хотим, чтобы Даша жила с нами. Мы живем тут уже 1,5 года. Ну, тут у нас зал, уголок такой Оксаны. Диплом Оксаны, она как бы закончила вот подготовку по направлению тренер по фитнесу. Мне очень хотелось бы, чтобы они с Дашей вот в этом направлении вместе занимались. Потому что Даша, она любительница вот таких танцев. Ну, хотела я Дарье подарить, но так получилось, что вернулась она опять сюда, привез и ждет Дашу. А здесь наше спальное место. Как бы все в тесноте, ну, очень устраивает, тепло. Так как ждем Дашу, решили мы немножко сделать перестановочку. Вот поставили здесь шкафчик. Ну вот так отделили. Ну, это уже будет, когда, если приедет она, мы будем уже по обстоятельствам как бы смотреть, где как удобно. На первое время, вот, она здесь будет спать, здесь журнальный столик. В однокомнатной квартире можно устроить как бы уютный уголок для ребенка. Здесь тепло, светло. Вот большой стол. Мне кажется, он очень удобно будет для Даши. Уроки делать, заниматься, развиваться. Даша хотела, чтобы был рыжий кот. Ну, она как-то мечтала. Его зовут Кузьма, и он будет дружить с Дашей. Ванная комната тесновато, но нам нравится. Зато чисто все условия есть. Место, где все вместе собираемся, будем собираться, кухня. Жду, не дождусь Дашу уже. Хочу, чтобы вместе жить и как бы заботиться, воспитывать. То есть вы не один живете? Да, не один. А с кем? Ну, девушка Оксана. Оксана в нашей студии, поэтому надо ее спросить. Вы-то готовы к тому, что к вам возьмет 8-летний ребенок переедет? Да, Александр, я готова. А почему это вы такая добрая? Я не добрая, я справедливая. А у вас Ну есть и, свои возможно, добрая тоже. А у вас свои дети есть? Нет. А сколько вам лет? Столько же, сколько Александру. А сколько Александру лет? 48. Угу. И я так понимаю, что у вас есть психологический портрет бабушки, и вы готовы поделиться своими сомнениями, для чего на самом деле внучка нужна. Да, расскажите нам. Просто бабушка, получается, использует внучку в корыстных интересах в первую очередь. Потом здесь есть психологический момент. Каких корыстных А какие интересов? корыстные интересы, мне интересно? Ну, какие корыстные интересы? Какие? Алименты, опекунские, плюс внучка ей как помощница А вы в хотите старости. сами все это получать? Может быть, вас стоит обвинять в корысти, нет? Нет, меня не стоит. Почему нет?
И вы считаете, что опекунские деньги – это корыстные интересы? Вы реально Это так мое считаете? мнение в первую очередь. Да, корыстный интерес в первую очередь. Чем ваше сложившееся сейчас мнение может помочь вашему сожителю в этой ситуации? Как оно может привести к компромиссу? Вот это ваше сложившееся мнение о бабушке. Как? Ну, так же, как его сюда привело борьба за справедливость, так же и меня. Я хочу, чтобы эта справедливость восторжествовала, и дочь имела право воспитываться Скажите, пожалуйста, с отцом. девочка имеет право на собственное мнение и решение в 8 лет? В первую очередь ребенок имеет право воспитываться с отцом. Здесь нарушаются в первую очередь права ребенка, а не бабушки. Девочка имеет право воспитываться с отцом, если Вот. отец не О том и ограничен речь. в родительских правах. Какой долг у вашего сожителя перед ребенком? Я точные цифры назвать не могу. А я 308 могу, вон тысяч. она была на экране. 309 149 рублей 61 копейка. Назовите мне хоть один суд в Российской Федерации, который будет искать справедливости, когда у отца такой долг. Мы смогли пообщаться с замдиректора школы, где Даша учится. Давайте послушаем, что он говорит про нее и про бабушку. Девочка активная в мероприятиях, и не только на школьных мероприятиях. Она выступает в районе, в области, принимает участие во всех конкурсах и школьных, и районных. Она больше поет. Вот ей нравится петь. У нее есть слух, у нее есть голос. На уроках технологий вот что-то вот мастерят, что-то делают. И у нее все это прекрасно получается. Программу девочка усваивает. Воспитанная, вежливая. Она в коллектив лилась легко, хорошо. Она знала их с детства, потому что у бабушки она тоже часто бывала. Что касается бабушки, она следит и за воспитанием внучки. Она очень много сделала еще и до школы. Возила девочку на всевозможные развивающие курсы. Папу девочки я видела. В том году он почему-то чаще показывался. Он приходил в школу, он приходил в класс, он там что-то такое приносил, подарки какие-то ей. В том году чаще. Понятно. Ну, без Галины Геннадьевны, то есть бабушки, мы не обойдемся, разумеется. Давайте у нее спросим, что же там происходит такое, и почему отец не имеет доступа к дочери. Саш, ты зачем сюда приехал? Ты что врешь? Вот каждое твое слово вранье. Ты в 3 месяца бросил ребенка, уехал в неизвестном направлении. Тебя сколько лет не было? 6 лет не было. Ты приезжал от силы 2 раза в год. Ни денег, Галина Геннадьевна и показали свое истинное лицо. никакой помощи ты ребенку не Я оказывал. сейчас вышвырну отсюда, просто сам Ничего лично. не оказывал ребенку. И ты вдруг решил, после, когда тебя ограничили в родительских правах, ты решил показать, какой ты хороший папа. Да, с Нового года, когда тебя ограничили в родительских правах, ты начал платить алименты по 8 тысяч, которые с тебя, можно сказать, силы. Ты хотел вообще только 4 тысячи я буду платить. Самое страшное, что я услышала, что он в 3 месяца бросил ребенка. Это что значит? Но они сначала были не расписаны и просто так жили, снимали квартиру. За квартиру он ничего не платил, болтался везде, работы у него никакой не было, он старался... Работать ему нельзя было официально, потому что он полностью был, первое шижение был, где-то 800 тысяч должен был долгов у него. Потом он как-то эту проблему Тоже решил. за алименты? Да, за алименты, но это уже в прошлом, он как-то это все решил, это все. И потом вот Света забеременела, сидели голодные. Мы с дедом ездили, привозили продукты, этими коробками все привозили им. И вот это постоянно было. А вы мне скажите, А в итоге, когда ребенку было 3 месяца, он вообще ушел? А вот 3 месяца он уезжает, я уезжаю на заработки и пропадает. Его сколько-то времени не было, как-то он появился, они расписались вот в Савине. Ребенку он отцовство оформил. Да. Оформил отцовство и опять пропадает. Раза 2 в год приедет. И Ну, больше... когда приезжал 2 раза в год, деньги хотя бы Да привозил? какие деньги? Он, наоборот, приедет, выгребет все у нее из холодильника и то есть уезжает. правильно я понимаю, что ребенок с ним и не рос? Нет, ребенок вообще с ним ни одной ночки не ночевал. А когда она на алименты подала? А на алименты она подала сразу. Вот на развод они после года, как он уехал, но она подала на алименты. Его не было, законный представитель был.
Обговорили так, что он все равно тебе много платить не будет, соглашайся на 3000 по мировому соглашению. Ладно, хоть 3000 будет присылать. И у них, значит, мировое соглашение было на 3000. 3000? На 3000. Какой Это был... позор. Когда он объявился, ты сказал, что все, теперь ребенок будет с ним жить. Это когда было? А это уже когда Света умерла. Прямо Когда- на похоронах, что ли? А как вы Ну, думаете, до- зачем? во время вот этого все у нас тут получилось с ним, и скандал, и все. А зачем ему это? Я считаю, что из корыстных целей. Мы-то думали, он на похороны, мы его встретили как человека, в бане намыли, накормили, уложили, все было нормально. Утром он у нас пропадает. Куда уехал? А он поехал в опеку, поехал к судебным приставам финансовые проблемы свои решать. Он накопил долгов по элементам, и вот, правда, по 3000 высылал за него брат. А потом он еще, когда здесь жил, вот где-то здесь, Так. в деревне Дудкина, он Дашу даже сюда прописал, оформил на нее пенсию по потере кормильца, детские пособия. И их получал 2 года. Да вы что? 2 года А получал. он вам их переводил? 6 раз перевел за это. Скажите мне, пожалуйста, а Даша-то знает, что папа хочет, чтобы она с ним жила? Знает. И как она на это Прячется реагирует? от него. Не хочет с ним Не жить? хочет она. Давайте мы посмотрим и на Дашу, и как вы с ней живете. Это наш дом. Здесь мы проживаем с Дашенькой, с дедушкой. Это комната Даши. Дашенька здесь учит уроки. Вот у Даши здесь вещи. Это у нее концертные всякие костюмы, платьица, в которых она выступает. Вот костюм Снегурочки. Даже в садик ее приглашали, в детский наш, с Дедом Морозом. В этих платьях она выступает на ярмарках, на всех праздниках. Здесь она спит. Здесь Даша учит уроки. Вот сейчас занимается математикой. Ну-ка, покажи, что тебе сегодня задали. Номер 12. Номер 12. Вот с Дашей мы вместе учим уроки. Если я ничего не понимаю, мне бабушка все рассказывает. Мне бабушка всегда помогает по математике решать задачи. Все, что нравится Даше, мы стараемся ей покупать. Поддерживаем все ее увлечения. Она у нас занимается, поет, она очень хорошо выступает. Это наши гостиные. Здесь мы вечером смотрим все вместе телевизор. Это нам с дедом вручили за воспитание Даши, благодарность. Мы с дедом очень любим ее, она нас тоже очень любит. Мы ей очень гордимся. Даша очень любит помогать по дому, моет посуду, даже помогает готовить ужин. Дедушка, иди ужинать. Вот так каждый вечер мы собираемся вместе на ужин. А это правда, что у вашей внученьки какой-то диагноз есть? Да, она стоит на учете у эндокринолога, болезнь накопления гликогена. Это у нее после стрессов, после всяких очень падает уровень сахара в крови. То есть это официальный диагноз? Официальный. Ребенок стоит на учете. Вот там, А да. то мы сейчас от папаши слушали, говорит, да нет у нее, она у меня здорова вообще. Это всё заключение Бабушка объявила. эндокринолога Ивановского. Знаете, вот правда хватит. Давайте, пойдемте. Идемте. Вам здесь делать нечего совсем. Здесь справедливости Он не вообще будет. сказал, что все Никакой документы справедливости не по будет, состоянию поэтому здоровья уходите. поддельные. Я бы... Уходите, я сказал, русским языком. Мне проводить вас? Я первый раз вижу эту женщину. Я Нет, надеюсь, а ты что и слышала, последний. что она сейчас сказала матери, которая ребенка похоронила? Говорит, а вы всем расскажите, как вы над своей дочерью издевались. Я издевалась. А у нас в студии ваш сын Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а вы часто видели, чтобы Александр в гости к Даше приезжал? Последний раз я его видел 1 сентября. У мамы дома? Ну, у Даши, то есть дома, да? Да. Ну, то есть это говорит о том, что она все-таки пускает его? Да, она никаких претензий. А что же вы нам рассказываете, что бабушка не дает вам видеть ребенка? Вы же 1 сентября были у Даши? Да, я не говорю, что она не пускает. Скажите, он это говорил? Да он Нет. постоянно врет. Вот Нет, постоянные до суды, этого, все до время этого, врет. вот в 23-м году. Вы его 1 сентября видели, он ведь наверняка с подарками приехал, верно? Когда он пришел, я никаких подарков не видел. Потом он ушел куда-то. Потом он перед учителями прошел с какой-то с коробкой. Ну, что типа я с подарком пришел. Вот. А что за подарок? Как оказалось, это детский самокат, Маленький, из которого она выросла. А, понятно. Она у нее А попросила... она просила велосипед. Слушайте, Александр, но вы же подготовились очень хорошо к нашей сегодняшней встрече, раз вы требуете справедливости. Настолько хорошо, что пригласили с собой юриста, верно ведь?
Давайте мы Марину Казакову и позовем в эту студию. Она нам профессионально расскажет, на что рассчитывает Александр и чего он, собственно, добивается. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, нормально. Может быть, вы нам сможете четко ответить, почему Александра, вашего подопечного, ограничили в правах? Давайте я немножечко вводную сделаю. Я тут смотрю, у студии сложилось мнение, что он такой прямо плохой герой дня. Не надо нам об этом отвратительный отец. рассказывать. Отвечайте, пожалуйста, на вопросы, которые вам задают. Хорошо? Вопрос понимаете? прозвучал. Что в решении Хорошо. суда было В основу сказано? решения областного суда первая инстанция вынесена была в нашу пользу. Областной суд мы выиграли. Апелляционная инстанция изменяет решение первой инстанции именно в части ограничений в родительских правах. В основу они кладут справку фельдшера село Воскресенское о том, что у ребенка букет болезней. Подтверждения в материалах дела нет. Извините, вот этот документ вы видели, который мы Какой? сейчас тут рассматривали? А вот давайте посмотрим. Которые просматривали об установке гликемии. Да. Датирован документ каким числом? Ну что, диагноз до сих пор у ребенка. Каким числом датирован документ? 15.05.23. 23-й год. Поверьте что? мне, это было получено бабушкой при платном посещении специалиста. Эндокринолог был неплатный. Понятно. Не надо врать. Болезнь ребенка не может являться основанием для ограничения у вас в родительских правах. Единственное основание для ограничения в родительских правах, как и лишения, собственно, это неисполнение своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. По всей видимости, именно это и послужило основанием для такого судебного акта. Вы мне как профессионал объясните, что вы сейчас обещаете вашему клиенту, который наверняка вам деньги платит, который мог бы ребенку платить. Вы Я что ему ему то же самое обещаете? сказала. При Скажу- таком долге скажу по коммерческий алиментам, при том, секрет. что решение Я принято, да оказываю еще в помощь ему апелляционной бесплатно, чтобы инстанции. восторжествовала справедливость и закон. Какое участие ваш клиент принимал в жизни ребенка последние 6 лет ее жизни? Последние 6 лет Никакого. ее жизни он ежемесячно Неправда. встречался с ребенком, приезжал по месту Неправда, жительства вас там не ребенка, было, и не врите тоже ежемесячно здесь. перечислял элементы. Не врите, не Причем перечислял он было ничего. заключено соглашение об уплате элементов в 3000 за него 2018 платил году. брат, чтобы его не посадили. 3000 рублей Приставы с хотели его учетом завести в уголовное индексации дело. в соответствии с потребительской корзиной в Ивановской области. Почему? Слушайте, у Потому вас- что на тот момент у Александра было алиментное обязательство еще перед 2 детьми. 800 Поэтому тысяч. это нормальная разумная сумма, поскольку потребительская корзина на тот момент как раз и была в соответствии Можете с ответить этим мне на уровнем. мой вопрос простой? Вы что ему сейчас обещаете? Что я ему сейчас обещаю? Поучаствовать в этой программе. Юрист с вашей стороны, к сожалению, к нам приехать не смогла, но дала нам развернутый комментарий о том, что там происходит сейчас. Давайте выслушаем тоже. Порядка более 2 лет назад ко мне обратилась бабушка. Сразу было понятно, что ситуация не просто сложная, а архисложная. И шансов выиграть крайне мало. Александр, он официально на учетах не состоял, но были фактические обстоятельства, которые говорили о том, что он воспитанием ребенка не занимается, и ребенок с рождения находился у бабушки. Мы обратились в суд с требованием ограничить его в родительских правах. Да, на бумаге выглядело все красиво. Александр предоставлял сведения о том, что он работает, проживает в коттедже в городе Москва. У нас с бабушкой эти сведения вызвали сомнения. Разыскали этот дом и увидели, что да, действительно, это 2-этажный дом, но вся обстановка говорила о том, что это хостел. Официально сведения из налогового органа, что с его заработной платы были какие-то отчисления, в суд не поступило. Проводились неоднократно психологические исследования. Выяснилось, что у бабушки с Дашей хорошие отношения, теплые, семейные, а у отца с девочкой просто их нет. И все-таки мы это дело выиграли. То есть наши доводы, что оставлять ребенка с отцом при таких условиях нельзя. Решение в любом случае принимает суд. Это зависит от того, что в настоящее время представит ли он достаточные доказательства, имеет ли он жилье, имеет ли он официальный источник дохода, созданы ли условия для проживания ребенка.
А что произошло 12 января 24 года? 12 января 24 года мы в очередной раз были на территории детского сада, где отец пытался пообщаться со своим ребенком. Не пытался пообщаться. Причем договор нахождения ребенка заключен между отцом и детским садом. На территорию детского сада его не пустили. Неправда. Кроме Опять того, врет. был осуществлен звонок в департамент образования, который порекомендовал нам вызвать полицию. Мы вызвали полицию. Через полчаса приехала Галина Геннадьевна со своим супругом. И Их стали давить пустили вас. на территорию детского сада. Они собрали ребенка, посадили в свою машину. Мы им предложили задержаться, чтобы поговорить. Вот неправда. Александр Опять неправду с моим супругом встали на дороге, чтобы им предложить просто поговорить. преградили просто Супруг путь, Галины да. Геннадьевны Капот нажал машины. педаль газа и Просто наехал на прекратили, живых понятно. людей. Причем Вы- на глазах у ребенка, на отца ребенка наезжает. Разумеется, вы по поводу Кроме этого инцидента этого, обратились мужчины зацепились обратились за в капот, он полицию, их верно? Конечно. Правда. Вы написали заявление, верно? Однозначно. Что вам ответили в полиции? В полиции было разбирательство, был административный материал передан в суд. Так, и суд что, суд отказал. состоялся? Суд состоялся. Только можно не будет комментировать Галина Геннадьевна. Можно мы здесь Александр, будем решать, кто что комментирует, Александр, поскольку был лишен Откуда права наглости общения столько, с я понять не ребенком, могу? Откуда вот он, этот суд административный вынес восторг у такой постановление маленькой хрупкой женщины? об Да нет, отказе привлечения. Я Теперь- вообще могу сказать, что, к сожалению... Она проиграла все, что могла проиграть, Нет, она- и сидит ему мозги Да не пудрит в этом по-прежнему. дело, Саш, проиграла Как или не интересно. проиграла. К сожалению, когда в достаточно интимные разборки, это же не бизнес какой-то поделить, а когда в такие, что касается детей, вот включаются вот такие адвокаты, ничего хорошего из этого не получается. Вы послушайте, как вы разговариваете с человеком, как вы ей тыкаете, затыкаете ее своими руками, жестами. Человека, который воспитывает в данный момент его ребенка. Это отвратительно. Это просто Отвратительно чудовищно. сама ситуация, Юля. Нет, Давайте отвратительно так. ваша... Сама ситуация. Давайте так, Смотрите, отвратительно 20 ваше поведение. Поскольку вы... 28 Вот ваше поведение, оно отвратительно. Поскольку- Я вам Давайте объясню, обратим почему. внимание. Слушайте, давайте вы мне не будете рассказывать. Вот точно, Что? уж кому угодно. Вот как, потому что нормальные люди, вот медиаторы, которые вообще понимают интимность этого процесса, которые понимают, что это тонкие струны детской души, что ребенок может увидеть эту программу, вы вот это вот рукой машете на бабушку. Это так отвратительно. Вот я вам серьезно говорю. Вот просто отвратительно. Мне за вас стыдно. Сейчас дело касается маленькой девочки, которой 8 лет, которая потеряла свою маму. Это отвратительно Вы и чудовищно. просчитались сюда придя, Отвратительно понимаете? Все, хватит. Что каждая инстанция Так, если вы хотите, чтобы занимает я вас позицию выгнал отсюда, бабушки. вы уйдете. Да можно же Не было повышай- не спокойно. повышайте. Слушайте, вышли бы, были бы, разговаривали как человек. Вышли бы здесь, как медиатор, сели и сказали, так хотим с бабушкой помириться, ну вот что нам сделать? Ну вот как бы нам... Нет, вы вот это вот сидите, рукой своей тычете, Я противно смотреть. хочу дальше пойти. Вы после того, как написали жалобу в полицию, как было разбирательство, как вам отказали, естественно, на эту ситуацию не могли не обратить внимание органы ПДН, с которыми мы пообщались. Давайте их послушаем. Я неоднократно бывала в этой семье. Бабушка в девочке, она души не чает. Она с ней очень много занимается. Деревенский дом, отопление есть свое, баня стоит. Бабушка прилагает все усилия для того, чтобы внучка ни в чем не нуждалась. Девочка настолько счастлива, она живет полноценной жизнью. Вообще-то она такая болезненная, у нее заболевание крови. Ей не нервничать нельзя, не переживать. Вот сейчас вот я вижу, девочка прекрасно себя чувствует в семье бабушки. Я даже выезжала в эту семью тогда, когда и отец приезжал. У меня была задача защитить интересы ребенка. Я вначале, конечно, хотела наладить взаимоотношения, чтобы они особо не ругались. То и с бабушкой, и с дедушкой разговаривала. Но они не против были, чтобы он приезжал и общался с девочкой. Но вот, насколько я знаю, у меня было заключение врача, чтобы не было вот таких травм вот у девочки, да, конечно, лучше, чтобы она общалась в присутствии бабушки с отцом. Когда еще была жива
жива жена его, он появлялся, раз в полгода он появлялся. Девочка ему как таковой была не нужна. Он приехал там на несколько дней и уехал. Она его как отца не знает. Для девочки Воскресенская – это ее дом. И у нее вот какие-то поползновения отца, что я тебя увезу с собой, ты будешь жить со мной. Она, конечно, это все воспринимала очень серьезно, до слез. И почему-то я верю, что человек стоит на защите интересов ребенка. В отличие от некоторых в этой студии. К нам соседка приехала. Она же сноха Галины. Давайте ее позовем в студию. Ирина, идите к нам. Ты провокатор и врун. Чего ты врешь, все. И провоцируете. Вы вместе провоцируете всех. А как он провоцирует? Он не может спокойно. Ему, вот он приезжает. Я заберу Дашу, я ее как хотите. И начинает. Я отец. Вы кто я? Я папа. Я же отец. Я же отец. Саша, успокойся. Что хочешь говорить, у меня все равно записывается. Я все свою... дам, она все сделает, все как надо. Своему юристу все покажу. Все юристу. Все смонтируем, что нужно. Тебе не дают с Дашей общаться. Вот что ты врешь, когда Чё тебе не давали? ты на каждом шагу врешь? Тебя сколько не было в жизни, Даша? Сколько? Сколько? Вы видели? Я видела. Она живет с нами Я рядом. живу рядом. А вот теперь у меня вот такой вопрос, вот он меня гложет. Почему тебя на похоронах не было? Да потому что мы разругались с бабушкой. Да потому что ты побежал по опекам бегать. И в судебном Тебе не так, приставом. что ли, было? Да Так пришел, было. кто Да не тебя было бы выгнал? такого. Да было такое. Слушайте, а зачем он побежал в опеку в тот момент? А чтоб деньги ему оформить на Дашины. Вот он Да все- не было, ну что, Так что ты не откуда вы было, такой Саш? миф Да взяли? тебя же... Ты же сам сказал, я ходил в Мама аптеку. умерла 14 марта 23 года. Откуда все это? Денежки Откуда оформлены твоя были в адвокат всё октябре знает? 23 года. Неправда, в апреле. В апреле В апреле месяце. деньги были оформлены. Про щедрость Александра нам может рассказать еще одна девушка, которая его очень хорошо знает. Это старшая дочь умершей Светланы, для которой он был отчимом какое-то время. Да Вот, нет. прям самый щедрый отчим Недолгое, видимо. на земле. Да, Недолгое. Анастасия, идите к нам, Полгода пожалуйста. всего. Садись, не бойся. Вы долго имели удовольствие жить с ним вместе? 2-3 месяца. Мгм. А как так получилось? Получилось так, что маму убил рак, но в ее смерти косвенно виноват он. Он виноват в том, что он ее начал спаивать. Да. А Он как они на- познакомились я- вообще? С и- мамой как А вы познакомились? знаете, это вранье или нет? Вот Так если он не приезжал, когда он успевал-то ее спаивать-то, Как ребятки? приезжал, всегда был А как- виной А вы я. видели? Вы Дамы, я видели, как хочу он ее послушать- спаивал? Я хочу Анастасию выслушать сейчас, с вашего позволения. Я молоденькая девочка, 19 лет, пошла на фабрику. Прихожу с работы, мама хватя. Прихожу в день, мама хватя. Я его попросила, говорю, Саш, хватит, пожалуйста, маме покупать алкоголь. А хватя это что такое? Ну, хватя это Выпивший. подвыпивший. А, То есть я его упрашивала, просила, говорю, Саш, не надо, пожалуйста. И в итоге я не выдержала, я от них ушла. Он же уезжал на заработки. Какие деньги он присылал маме, потом на содержание Маме ребенка? он ничего не присылал. Мама сидела без чая, без всего. Беременная. подождите, а когда ребенок родился? Там же надо памперсы, пеленки, питание. Он сказал, без памперсов обойдется. Она раньше без Как вы памперсов можете ходила. об этом знать, если вы жили с ними только 3 месяца? Вы же сами это сказали. Марин, я реально попрошу вас отсюда уйти, потому что вы как раз сейчас занимаетесь провокациями. У меня, заметьте, Но в это же студии. зло. Это просто странно. Они, вот они всегда всегда так вот эту ведет. провокацию делают. Вот третий и год вот у на нас машину такое вы дело. тоже Я дальше провокацию хочу Анастасию сделали. узнать, да. То есть реальной помощи от него в семье не было Никогда никогда не было. никакой. А как он с вашей сестрой общался? Вот когда она маленькая еще совсем была. Он же приезжал там? Он в 3 месяца Даша заболела. Мамы, то есть денег нету, все. Она говорит, Саш, надо лекарство купить. Ну, говорит, ну что делать-то, Дашку лечить надо. Он говорит, у меня денег нету. Мама, естественно, обратилась к бабушке. Бабушка переслала ей деньги на Дашино лекарство.
ушел, его час нету, 2 нету. В итоге он приходит вечером, говорит, я с мамой в музей сходил. У него там мама рядом жила с ним в соседней Какой комнате. музей-то, хоть мне интересно? Я не знаю. Ну, там у нас в Шуе есть музей. Он нас этому не посвящал это. Но я вижу здесь только одну угрозу безопасности детства Даши. Это Александр со своей сомнительной агрессивной свитой. Вам, Галина Геннадьевна, тоже хочу сказать, что если нужна будет какая-то помощь по медицинской части, да, помощи Даши, вы всегда можете обратиться и поддержим. Спасибо большое. Спасибо. Даша удивительная девочка, я сейчас с ней общалась. Она очень любит бабушку, дедушку, я так поняла, Андрея. А дальше мы с ней играем, разговариваем, у меня там лягушки веселые, все. Собери, кто есть кто. Рисунок семьи. Представь себе, через 5 лет. Вот они, лягушки. Здесь она по комнате выдала себе, и вот она такая большая мягкая лягушка. Там живет бабушка. Папа вон там сбоку, возле дома. Ну, мама, понятно, ангел. И вот к бабушке прямо просьба. Обязательно всегда говорите о том, что ее любят бесконечно. Ей это очень важно. Но смотрите, что я увидела. Девочка не прожила грусть. И она не отгоревала. Маленький ребенок лишился матери, и вот это вот у нее все вот там вот внутри клокочет. Обязательно покажите ее психологу. Когда я ей сказала, что грустить по маме, которая ушла на радугу, это нормально, она была удивлена. То есть ей выплакаться нужно, да? Обязательно выплакаться, прожить. Причем девчонка молодец, слава богу, что она поет. Это вот очень хорошо. Вот тут она выплескивает. Александра, я хочу сказать, что вы всю передачу врете. У вас вообще, я не знаю, это хотя бы какие-то слова правды есть в жизни или нет. И еще вы очень сильно безэмоциональны, хотя вопрос решается по вашему ребенку. Единственное, что в вас вызывает какую-то реакцию, это когда нужно нападать на бабушку. Там вы хоть что-то как-то издаете из себя. Смотрите, у вас есть мотивация ваша. Единственное, какое я сегодня увидела, это деньги. То есть вы лезете в микромир вашего ребенка, его воспитывает бабушка. Так сложилось, и в том числе по вашей вине. Вы лезете туда, вот знаете, как медведь. Вы просто хотите взять и ребенка выдернуть. Вы так настроены, и так настроены вокруг вас. Люди так подбираются. И все вы идете войной на бабушку. Я вас очень сильно прошу, отстаньте от бабушки. Она растит ребенка как может, защищает как может. Ваша задача сейчас не бумажками заниматься и выплатами, а наладить контакт с бабушкой в первую очередь и с ребенком. Вам надо просто с ним общаться. Понабрали себе оружие, одну женщину, вторую. Они такие воинственные, с шашкой наголо за вас. Это очень плохой путь. Он вас приведет в никуда. Сложите оружие. Единственный путь, который вас приведет к ребенку, это мирный путь. Юль, а ты сейчас с кем разговаривал? Сама с собой. Мне больше добавить нечего.